Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях иерей Василий Максимишинец, священник Украинской Православной Церкви. И сегодня наша тема – это Украинская Православная Церковь, то, что с ней произошло после февраля 22 года. То есть автокефалия она, независимая какая-то церковь. Сегодня мы будем разбираться. Отец, здравствуйте. Приветствую. Для начала хотелось бы сразу такой вопрос конкретный задать. Вы можете сказать «да» или «нет»? Вот является ли Украинская Православная Церковь частью Русской Православной Церкви? Можно здесь как-то вот конкретно ответить? Ну, есть разные, скажем, среди критиков Украинской Православной Церкви есть разные интерпретации ее нынешнего статуса. Ну вот, например, профессор Киевской духовной академии Сергей Бортник считает, что Украинская Православная Церковь, она административно перестала быть частью РПЦ, но канонически сохраняет с ней связь. Вот. Есть такой взгляд на ее нынешний статус. Я скажу, если коротко, то я считаю, что нельзя утверждать, что сегодня УПЦ продолжает оставаться частью РПЦ. По крайней мере, если говорить в целом, если не учитывать некоторых архиереев, которые продолжают поминать патриарха, вот, что-то изменилось. То есть говорить, что она продолжает быть автономной частью РПЦ, нельзя сегодня. Почему вы считаете, что об этой теме вообще нужно говорить сейчас публично, так как у вас записано несколько роликов по этой теме на вашем канале? Кстати, подписывайтесь, мы ссылочку оставим, можете посмотреть то, что уже сказано более, может, подробно. Так вот, почему вы все-таки вот решили эту тему как-то публично озвучить и поделиться своими какими-то мыслями? Ну, я решил, скажем, комментировать, записывать какие-то выпуски на тему автокефалии, нынешнего статуса УПЦ и автокефалии как института в целом, потому что есть определенный вакуум в этом вопросе. Скорее, потому что нету голоса, ну или не слышно голоса спикера в УПЦ. То есть само руководство УПЦ отказывается коммуницировать с обществом, со своими верующими, а общество и сами верующие УПЦ хотят знать, кто мы, хотят, им нужна помощь, как отвечать, когда их упрекают в том, что они Московская церковь. Вот, поэтому это определенная и подмога, и попытка помочь верующим прояснить, что происходит с нашей церковью. Вот это такая, в общем-то, главная цель. То есть я не специалист, скажем, изначально, то есть это не то, что моя тема специализации, там каноны, да, каноническое богословие, но я в процессе, естественно, да, изучаю эту тему, углубляюсь и пытаюсь находить ответы на вопросы. То есть можно ли сказать, что то, что вы озвучиваете, это именно вы, то, как вы разобрались и делитесь своими мыслями, это нельзя сказать, что это позиция церкви, просто негласная какая-то? Ну, во-первых, сама позиция церкви, она очень, скажем так, недостаточно ясная. Именно из-за того, что, ну, скажем, официальные спикеры УПЦ, они не артикулируют, ну, настоящий статус УПЦ. Ну, вот появляются голоса такие, как мой, что, ну, когда люди пытаются интерпретировать, как же это понимать, вот, то, в каком статусе находится церковь. Конечно, это не официальный голос церкви, и это попытка, ну, скажем, анализировать, интерпретировать даже скорее то, что сказано, и то, что скорее даже чего
не говорит церковь. Ну, то есть какие-то темные стороны, как бы тени подсветить, попытка подсветить то, что не видно, не слышно, то, что не озвучивается. Мне, может, немножко не по теме, но такой вопрос возник. А вы можете сказать, что значит вообще голос церкви? Вот мы всегда включаем, да, YouTube или какой-нибудь там, не знаю, телевизор, да, сейчас там бывают и программы со священниками, и видим, как батюшка что-нибудь говорит. И у некоторых сразу возникает вопрос: это голос церкви, либо это как бы личное мнение священника? Существует ли вообще сейчас как бы голос церкви некой вот? Я думаю, что тут нужно, чтобы ответить на вопрос, нужно определиться, что мы понимаем под церковью. Потому что если мы говорим о структуре, о церкви как структуре, как организации, да, скажем, там РПЦ, да, Русская Православная Церковь, УПЦ, то у нее есть администрация, у нее есть начальство, да, и с этой точки зрения голосом, скажем, церкви как структуры, да, выступает сам глава, предстоятель церкви, уполномоченные представители, там, главы отделов соответствующих, да, синодальных. Вот. Но если мы рассматриваем церковь как общество верующих, то голосом церкви, конечно, выступает и тот же епископ правящий на месте, да, и священник, и, в принципе, даже верующие — это тоже церковь. В этом смысле зависит от того, действительно, что мы понимаем под церковью. Когда говорят священники, самвона, это в этом смысле, если во втором смысле, это тоже голос церкви. То есть, если человек самвона что-то сказал, это можно как бы... Конечно. Угу. Хорошо, вернемся к УПЦ и к собору, который состоялся 27 мая. Правильно, да? Вот Феофания этот так званый. И не совсем понятно, что изменилось вообще в управлении УПЦ. То есть, что они подтвердили свою данную грамоту, или что конкретно вот именно этот собор дал, или то есть не совсем понятно. Может, вы сможете как-то еще раз объяснить? На самом деле я бы сказал так, что собор сделал довольно много. Это был довольно смелый шаг в тот момент. То есть, по сути, устав, который был у УПЦ на тот момент, он был реформирован, он был переписан отчасти, да. То есть, как принято говорить, оттуда убрали официально, да, все пункты, касающиеся упоминания о связях УПЦ с РПЦ. Тут надо брать все в кавычки, потому что есть «но». То есть многое было сделано. Действительно, если там говорить, например, вопрос поминания патриарха, там четко прописано, что поминать нужно предстоятеля церкви, да, в данном случае митрополита Ануфрия и своего епархиального архиерея. То есть о московском патриархе нет никакого упоминания. Это, конечно, важно. И, в принципе, там есть целый ряд пунктов. Например, должен ли утверждать московский патриарх новоизбранного главу УПЦ? Конечно, не должен, согласно новому уставу. Соответственно, я бы сказал, что это серьезный был шаг сделан, но из-за того, что есть один пункт в самом уставе, если мы остаемся на уровне именно документа, то есть определенные противоречия. То есть, скажем, именно первый пункт там гласит о том, что церковь остается независимой и самостоятельной согласно грамоте патриарха Алексия II от 1990 года. Но это идет полностью, это диссонирует с тем, что идет ниже в уставе. Поэтому, конечно, возникли сразу вопросы у общества, у государства. И это справедливые вопросы, потому что о чем это вообще? Это вообще о чем? Да. Поэтому конечно, это дает сразу пространство для разных интерпретаций.
сторонники там ПЦУ скажут, что смотрите, есть упоминание о грамоте, и, соответственно, все. УПЦ живет согласно грамоте, соответственно, она часть РПЦ. Я бы сказал, что это просто несколько не очень продуманная редакция устава. Вот, то есть не было какой-то, я думаю, что создается ощущение, что при подготовке собора не были задействованы богословы, не были задействованы специалисты. Это делалось, как вообще говорят на соборе, на коленках вычеркивалось. Да? Вычеркивались упоминания, но добавилось вот первое упоминание о грамоте, что, конечно, создает определенные противоречия. Вот. Соответственно, если подытожить, скажем, этот устав, такой делает, скажем, наполовину, в целом он делает УПЦ самостоятельной, вот, за исключением, конечно, вот того пункта, который вызывает диссонанс, создает определенный диссонанс к тому, что к ее претензии на самостоятельность. Вот по поводу вот грамоты, чтобы как-то конкретно сказать, грамота — это не Томас, да, то есть это как бы обширная такая независимость, то есть не нужно было постоянно ездить в Москву, там чего-то спрашивать разрешения, то есть Украинская православная церковь, она была как бы самостоятельна в своем выборе там епископов, куда кого отправить, да, правильно понимаю? То есть это не было прям Томас, потому что некоторые говорят, что это практически Томас. Когда люди говорят о том, что когда люди называют грамоту Томасом, наверное, они хотят, это такая апологетика, хотят немножко, это защитная реакция, что вот у ПЦУ есть Томас, и у нас тоже есть Томас 90-го года. Конечно, это не так. Это не Томас, во-первых, в самом названии, да, они разнятся, и по содержанию, безусловно. Вот. Грамота — это достаточно краткий текст, краткий документ, он скорее такое символическое, такое вот больше дополнение к уставу, который был принят на соборе в Москве в 90-м году. Вот. То есть это грамота, некое такое подтверждение вот того, что было принято в Москве. Вот. Но это, конечно, не дает никакой, скажем, автокефалии или полной автономии. Эта грамота не дает, безусловно. А может ли РПЦ задним числом отозвать просто эту грамоту? И что в этом случае будет делать УПЦ со всеми своими ссылками на эту грамоту? Я думаю, что это противоречит самой логике отношений, или точнее логике того, как РПЦ видит, смотрит на УПЦ. То есть у нее заинтересованность в том, чтобы оставить, сохранять связь с УПЦ, сохранять, чтобы УПЦ была частью так называемого пространства Святой Руси или русского мира, то есть канонического пространства, канонической территории Русской Православной Церкви. Поэтому в этом я не вижу того, чтобы они хотели бы это сделать, и в этом нет какой-то логики даже, скажем так. Я вижу несколько Какую? логику. Я вижу логику такую, что у них есть довольно серьезный такой последний рычаг, который, если нажать на эту кнопочку, то просто УПЦ перестанет вообще существовать в принципе. То есть они могут, вот как они, где они, в Херсоне, по-моему, или в Крыму там меняли своих епископов уже. То есть Крым, допустим, да, это до сих пор числилось, да, до 22 года, как Украинская Православная Церковь. То есть Лазарь был в УПЦ, насколько я понимаю. Но когда уже после 22 года война началась, там в РПЦ в одностороннем порядке, я так понимаю, сместила Лазаря, не спрашивая у Ануфрия, можно ли или не можно ли. Вот то же самое они могут сделать, они могут назначить, там, не знаю, нового киевского митрополита и все сказать, а вы в УПЦ теперь вообще непонятно, кто вы. Если вы не хотите быть с нами, пожалуйста, тогда идите в ПЦУ, не знаю.
Ну, то, что делала РПЦ в Крыму и на оккупированных территориях, это немножко другая история. Ну, потому что это уже, как они считают, своей частью России, Российской Федерации. И они, собственно, ликвидируют всякую автономию. То есть они полностью подчиняют, интегрируют эти епархии в полное подчинение Московскому патриархату. Тогда как УПЦ, они все-таки, для них это выгодно, чтобы УПЦ сохраняла, имея автономию, она сохраняла свой, статус-кво, как с их точки зрения. Поэтому мне кажется, что они не стали бы, они, скажем, все еще полагаются, надеются на то, что промосковские силы, которые существуют, да, в УПЦ, архиереи некоторые, которые поминают, продолжают поминать. Ну и, может быть, они считают, что есть скрытное пророссийское такое крыло, которое не заявляет о себе. Они надеются, что можно протянуть время и через какое-то время вернуть все как было. То есть, если бы они... То, что они могли бы сделать, да, это, скажем, обвинить УПЦ в расколе. Они этого не делают, потому что как только они это сделают, то, соответственно, они потеряют этот мост, этот коннект, который как бы с их точки зрения существует. Ну и, в принципе, он действительно в определенных епархиях, он действительно сохраняется. Чтобы его не потерять, они, конечно, этого не будут делать. Да, это им невыгодно. Все-таки вот мне непонятно, о какой независимости речь, если все-таки нет в этом уставе слова автокефалия. Почему все-таки его туда не включили? И не совсем понятно. То есть на тебя напали, да, идет война. То есть какими вообще соображениями руководствуются люди в УПЦ, когда пытаются как-то сказать, мы вроде бы и не РПЦ, но вроде бы и как бы сами, и не автокефалия, а просто какая-то независимая, то есть в плане юридическом, я так понимаю, да, независимая. Или... Давайте начнем с термина автокефалия. Думаю, что многие согласятся с тем, что отказ УПЦ провозглашать автокефалию – это было правильное решение. Потому что мы знаем то, что происходило с церквями, которые это делали раньше, скажем, в XIX веке или в XX веке Македонская церковь. Самопровозглашение автокефалии это поставило бы, действительно, скорее всего, как минимум ряд церквей объявили бы РПЦ и ее, так сказать, сателлиты или те, которые поддерживают ее, особенно сербская церковь, они, скорее всего, тоже бы присоединились к признанию РПЦ, к объявлению УПЦ раскольнической. Поэтому это было, скажем, с этой точки зрения правильный ход не провозглашать автокефалию. Но что тогда остается? Возникает вопрос, да? Опций не так много. То, что была провозглашена независимость, полная самостоятельность, я думаю, что это неплохой, наверное, это неплохой вариант, но это все нужно объяснять. То есть просто сказать, что мы теперь независимые, и закрыть дискуссию дальше, да, не избегать интерпретаций своего статуса, это ставит УПЦ в уязвимое положение и в слабую позицию. Потому что действительно создает пространство для того, чтобы обвинять ее в том, что на самом деле это сделано было все только для отвода глаз, что никакого реального отделения от Москвы не произошло.
Поэтому, конечно, маневренность нужна в такой кризисной ситуации. Она нужна прежде всего потому, что нету механизма, который бы позволял УПЦ приобрести статус автокефалии вот в одно мгновение. Вот. Нету такого пути прямого. То есть нужен какой-то маневр. Но этот маневр должен быть продуманный на протяжении вот этого пути, когда, скажем, УПЦ попала в эту такую серую зону, такую турбулентность, нужно оставаться на связи, нужно поддерживать контакт, нужна как бы интерпретация, нужно объяснение. И главным образом, чего не было, вот сделано, скажем, на соборе и после собора, это не было дано экклезиологическое объяснение, почему нужно отделяться от РПЦ, в чем проблема, почему мы должны отделиться. То есть, скажем, народ, верующие, они некоторые могут продолжать думать, что мы не можем отделиться, потому что это иначе раскол. Вот, поэтому то, что было сделано, это так формально. Вот, то есть они не чувствуют, скажем, в твердости в позиции руководства УПЦ, что это действительно отделение. И если отделение, то почему? Вот, то есть нужно объяснение, почему нужно уходить, почему связь РПЦ является проблемной, она создает проблему для единства вообще украинской церкви, потому что это разделяет церковь, это ее разрушает. Связь с центром, да, в России. Ну хорошо, допустим, если бы РПЦ и сербская церковь они бы не признали, а если бы признала там Вселенская либо Александрийская церковь? То, что, действительно на вас напали, это как бы, ненормально. Или там вот это вот русский мир, вот это вот все. То есть мы сейчас еще вспомним, да, осужденную ересь этнофилитизма, вот, но в целом-то я как-то не очень понимаю, что тут сложного. Когда на тебя нападают, пытаются убить, там, я не знаю, пытаются из себя сделать, подогнать под конкретную нацию, да, и я не вижу тут сложностей каких-то. Сказать, что, это ненормально, извини меня, но как бы давай ты себе там как-то а я как бы совсем отказываюсь. Что-то тебя куда-то понесло не туда. Вы знаете, это мы, украинцы, скажем так, сильно ощущаем вот эту агрессию России и так живо, скажем, ощущаем потребность в том, чтобы выйти из состава Московского патриархата. А церкви, которые немножко отдалены от тех реалий, в которых мы живем, они очень часто смотрят через букву, через призму букву канонов. Вот, например, буквально вчера вышло интервью с главой американской православной церкви, прошу прощения, с архиепископом православной церкви Америки, митрополитом архиепископом Эльпидофором. Вот. Так он сказал, что почему это митрополит Ануфрий перестал поминать Кирилла. Он же, как он хочет сохранять свой канонический статус. То есть он как бы даже в какой-то мере обвиняет в том, что мы ушли от РПЦ. То есть вот такой у них иногда взгляд. А с другой стороны, если спросишь у них, а что делать, Вселенский патриархат скажет, мы дали Томос, что вы ждете? Присоединяйтесь к ПЦУ, это вот мы вам дали, чтобы вас всех объединить. Вот. Что же вы ждете? Давайте сразу тогда обсудим вот это ПЦУ и этот Томос. Действительно непонятно,
почему УПЦ так упирается? Пожалуйста, есть у вас частично церковь, да, существует ПЦУ, вы можете отказаться от РПЦ и туда перейти. Да, можно, я думаю, договориться, провести какой-то новый собор, выбрать митрополита Киевского. Я думаю, так как УПЦ гораздо численней церковь, чем ПЦУ, то выборы бы выиграли у те же УПЦ, тот же Ануфрий. И не совсем понятно, вот это вот как бы, почему это не идти по этому пути воссоединения. Ну, такая интерпретация, она достаточно популярная как бы вне Украины, вот, и, ну, скажем, в среде ПЦУ в том числе. Чем она, скажем, почему она не принимается внутри УПЦ? Ну, во-первых, надо исходить из того, что это за структура ПЦУ, кто эти епископы и почему мы не можем иметь с ними евхаристического общения. То есть тут на самом деле это вопрос первый, скажем, да, пункт первый. Это действительность хератоний, архиереев, которые составляют сегодня ПЦУ. Второе, это каким образом была предоставлена автокефалия, то есть без согласия, скажем, церкви, вот, канонической церкви, да, в Украине УПЦ был, ну, как бы дан томос, то есть был дан документ как бы одной группе отдельной, вот. Ну, как бы минуя диалог, минуя дискуссию, да, с церковью, которая, ну, как бы сохранила верность вселенскому православию и евхаристическое общение со вселенским православием. То есть это тоже является проблемой. Но если вернуться к первому пункту, да, он является главным и наиболее скандальным, и главной причиной, почему, скажем, ПЦУ не поддерживает, не признают ну, большая часть православных поместных церквей. Это вопрос их хератоний. Вот, потому что ПЦУ состоит, ну, как бы из двух структур, УАПЦ и УПЦ-КП, которые были не признаны, были, ну, как бы считались раскольниками. И возникает вопрос, почему таким вот образом Константинопольский патриархат вот в такой форме признал их архиерейское достоинство, их сан. Ведь люди, особенно если мы говорим о УАПЦ, они восстановили свою иерархию, свой епископат благодаря двум ну, епископам, Викентий Чекалин и Иоанн Бондарчук. Эти люди не были архиереями, они не имели архиерейского достоинства. Викентий Чекалин имел только сан диакона, которого он был лишен за второй брак вот, в России. А затем он поехал в Америку на очень короткое время и пытался влиться в РПЦЗ, но они заподозрили его в том, что он имеет архиерейское достоинство, потому что начал придумывать, что его рукополагали тайно епископы. Вот, и он вернулся в Украину, еще советскую Украину, в 90-м году, и там заявил о себе как епископ РПЦЗ. То есть он вранье одно на другом. Вот. Он не имеет канонических хератоний. И получается, как некоторые, есть статья, ну, ряд исследований касательно его личности. Есть очень интересная статья Сергея Шумила, в котором он показывает, что, вероятнее всего, патриарх Варфоломей принял решение о восстановлении в сане вот, клириков, епископов УАПЦ, в том числе митрополита Макария Милетича, на основании поддельных документов. То есть документы, в котором говорилось, что Викентий, который как бы один из первых, как бы он
воссоздал как бы иерархию ОПЦ. Это был документ, в котором якобы говорилось, что он был рукоположен еще там третьим епископом. Вот. Этот документ является поддельным, и это доказано сегодня. Но патриарх Варфоломей как бы вот принял это за чистую монету. Это, ну, так сказать, такая интерпретация того, почему он решился, да, признать восстановить архиерейское достоинство УАПЦ. Что касается патриарха, так называемого патриарха Филарета Денисенко, там тоже есть вопросы, потому что он был не просто... Во-первых, он был лишен сана, а в 2007 году даже анафематствован. И это признавало все вселенское православие. Поэтому то, каким он образом был принят в общении, оно не находит отклика у большинства православных церквей. Конечно, вот очень, кстати, в этом смысле очень интересна переписка была с покойным архиепископом Анастасием Албанским, который дискутировал с патриархом Варфоломеем на предмет того, что его церковь не может признать ПЦУ, потому что у этих епископов мы не можем признать их хератонии, действительность хератонии. И в этих письмах архиепископ Анастасий говорит, как бы приводит аргументы, почему он не согласен с интерпретацией, скажем, того, как следует понимать действительность хератонии патриарха Филарета или митрополита Филарета. Патриарх Константинопольский Варфоломей считает, что есть параллель между, скажем, историей патриарха митрополита Филарета с Мелитианским расколом, есть параллель с РПЦЗ, потому что они тоже были как бы вне общения с РПЦ. Вот. Есть параллель с болгарским расколом. И архиепископ Анастасий, да, и, в принципе, ряд исследований, архиепископ Сильвестра, ректор Киевской духовной академии, тоже об этом писал статьи, показывает, что параллели нет между этими кейсами, потому что, например, возьмем самое близкое к нам время, и это история с РПЦЗ. Почему, скажем, нельзя сравнивать эти ситуации, потому что, во-первых, РПЦЗ, архиереи эти не были лишены сана, они были запрещены в служении, и то 8 из них. Они продолжали сохранять евхаристическое общение с сербской церковью и с другими поместными православными церквами. Это первое. Второе, они признавали, РПЦЗ и РПЦ в советское время признавали таинство друг друга. Хотя, понятно, были и другие голоса, которые говорили, что таинство недействительно, но это считалось как бы таким радикальным голосом, и он не признавался, не принимался как бы за общий голос церкви. А позже, связь была восстановлена в 2007 году между ними. Тогда как у Филарета совсем другая история. Он был, во-первых, лишен сана и еще анафематствован. То есть на виду явное различие между этими двумя кейсами. Поэтому церкви не готовы признать действительность хератоний епископов, которые состоят сегодня в ПЦУ. Я тут попробую возразить. Давайте. Чтобы как-то глубже понять вообще, о чем мы говорим. А почему бы нам не сравнить с самим РПЦ все, что происходит? РПЦ в свое время самостоятельно объявила автокефалию.
ну, это первый, да, аргумент, да, там впали в ересь, но потом же они все как бы вышли из ереси, и РПЦ было признано там буквально 100 лет спустя, да, я вот не буду сейчас говорить какие-то цифры, да, мы их, если что, покажем в кадре. Второй как бы аргумент. Вы говорите про РПЦЗ, да, которых не признавали. Есть точка зрения самих РПЦЗ, которые не признавали как раз-то РПЦ. Потому что эту церковь, которая существовала в Советском Союзе, она была, по сути, как сталинская церковь, которую возобновил Сталин, и абсолютно все, что происходило в церкви, руководилось КГБ и разными другими государственными институтами. То есть там не было ни одного епископа, ни одного священника, который мог бы вот так вот себе по вере быть рукоположен. То есть это все были люди в списках, все были определенного толка, которые подходили к государству, и это все контролировалось. И поэтому как раз-то зарубежники говорили, что это не может быть церковью, потому что это структура государства. Но с течением времени РПЦ все признали, почему-то эти хератонии, все, которые были в Советском Союзе, тоже признаются. И возникают вопросы. В общем, это все похоже на какие-то мнения каких-то людей. Так как вы уже сами говорили, нету какого-то конкретного канона, либо нету прописанного правила, как должна получаться автокефалия, в каких случаях можно просить автокефалию, в каких случаях можно эту автокефалию самому как бы, да, говорить, что все, я теперь никому не принадлежу, и, как говорится, идите все лесом. Вот. И это, очень похоже, что вот один архиерей так себе думает, а другой архиерей вот так себе думает, и они как-то вот чего-то там себе думают. А в итоге, пройдет время, но что ПЦУ пропадет куда-то? Никуда она не пропадет. Скорее всего, там, пускай 10 лет пройдет, пускай 20, но все равно все признают, и все эти хератонии, которые сейчас совершаются, или те люди, которые туда перешли, все будут к ним относиться как к священству, к епископатам. Вот эти люди, которых вы назвали, которые непонятно, как они вот эти все получили свои хератонии, там придумали или как какие-то бумажки себе подделали, но они скоро уйдут, но на место них придут другие, и это как бы не имеет никакого смысла. Почему сейчас вот это вот чего-то там отстаивать? То есть что в принципе-то отстаивать? Что в ПЦУ нет Евхаристии? Да вот я не помню, возможно, Кураев, да, не будем уточнять кто, но есть такой, например, пример. А вы готовы прийти вот в ПЦУ, когда вот совершается литургия, и взять эту чашу и вылить там, я не знаю, в огород то, что в этой чаше? Мы же верим, что там нет этого, правильно? Или вот можете как-то вот именно сакральную немножко вещь как-то вот нам попробовать? Я думаю, что этот пример довольно является манипулятивным. Он вообще из другой сферы. Это вопрос уважения, толерантность к другим конфессиям, другим религиям. Нельзя опрокидывать чашу даже то есть каких-то протестантов. Нельзя ничего делать то, что считается священным у мусульман. Почему мы должны приходить и Нет, тут что-то... вопрос, как вы к этому относитесь? а, Вот вы считаете, что в ПЦУ нет Евхаристии? Я считаю, что дело в том, что так же, как мы и говорим о статусе, скажем, УПЦ, это некая такая какая-то серая зона, я думаю, что можно также и отнести это понятие и к ПЦУ, что это структура с неопределенным каноническим статусом. То есть у меня нет ответа на вопрос, действительно ли Евхаристия в ПЦУ. Таинство, я считаю, что можно разделять
скажем, таинство крещения и остальные таинства. Вот, потому что тут как бы к крещению и подход такой более гибкий. Вот. Достаточно, чтобы человек был крещен, и он сам может совершать таинство крещения. В этом плане я считаю, что мы должны признавать таинство крещения в ПЦУ и ни в коем случае не перекрещивать, как это имело место быть там еще до создания ПЦУ, там перекрещивали УПЦ КП. Вот. Но что касается остальных таинств, не признают церкви. Ряд церквей просто не признают Вот именно, что их ряд не каноничность. признают, а ряд признают. Во-первых, действительно, тут важен голос большинства. Вот, признает меньшинство, вот, особенно даже численное меньшинство, да, то есть Константинополь признал, потому что они этим занимались. Но они это сделали. Да, а если брать из те, кто были сторонние, как бы наблюдателями, да, этого, это 3 церкви. Это Элладская церковь, и то Элладская церковь не вся признала. Например, на Корфу мы бываем, я с паломниками часто бываю там, но туда в алтарь не пускает священников ПЦУ. Вот. Поэтому, когда даже говорим о церквях поместных, что признали, тут надо с оговорками говорить, да. Тогда можно и сказать, что с оговоркой пока не признали, правильно? Или вы считаете, что их никогда не признают? Я не берусь прогнозировать, но я не считаю, что вот что-то забудется и потом вот все это разрешится. Я думаю, что это нужно разрешать через все православные обсуждения и, скажем, на каком-то Вселенском соборе решать. А вы можете себе представить, что современный епископат вообще способен на то, чтобы провести Вселенский собор? Потому что я вот, честно говоря, я думаю, многие со мной согласятся, этого даже не то, что не наблюдается, даже теоретически как-то сложно представить. Нет, у нас 10 лет назад был Вселенский собор, называется Всеправославным. Это действительно сложная история, потому что к нему готовились практически 100 лет, и в самый последний момент 4 церкви отказались участвовать в нем. Без императора нам сложно собираться вместе, без, так сказать, силы, которая бы могла... Которые возьмут и всех посадят в одно место. Да, нам, действительно, православным в этом плане есть проблема. А можно ли сказать тогда, что соборность, по сути, отсутствует в православии? Соборность, она... Тут надо говорить о разных уровнях, потому что есть православный уровень, есть локальный уровень, да, есть поместный уровень, региональный, да, поместный, если так можно выразиться, как бы на уровне поместных церквей. Кто, скажем, если смотреть как принимается решение вот в поместных церквях, берем пример там РПЦ, там принимает решение один человек на синоде. Вот, все остальные подписывают уже напечатанные готовые документы, и то эти документы, эти решения, точнее, они ознакомливаются с этими решениями только в зале, вот, синодальном зале. В этом плане, что синодальность, она хромает, да, на многих уровнях. Вот. На всеправославном уровне не то чтобы церкви обязаны проводить там каждое какое-то количество лет вселенские соборы. Нет такого как бы правила. Они созывались в истории церкви по надобности. И такая, конечно, надобность есть сегодня, в том числе по вопросу автокефалии, потому что вопрос автокефалии не рассматривался на Всеправославном соборе на Крите. Вот. Хотя документы, тексты подготовлены по этому вопросу. Если уже тут продолжить эту линию, то согласно этому документу утверждать автокефалию должны все православные церкви. Вот. То есть, если бы этот документ был принят, то Константинополь не имел бы права поступать так, как он поступил. Вот.
Ну, если бы был бы принят, да. Но даже я бы сказал, что этот документ, нельзя сказать, что он облегчает ситуацию механизм получения автокефалии, он не стал бы легче, вот, но тем не менее была бы какая-то ясность. Сегодня этой ясности не так много. Но есть еще одна сложность, которая касается УПЦ. Это непонятная политика в зарубежье. То есть, хорошо, УПЦ независимая церковь, как-то вот не автокефалия, но вроде бы независимая от РПЦ, и она начинает открывать собственные приходы в других странах, в других юрисдикциях. То есть одно дело, когда какие-то храмы и общины открывает автокефальная церковь, да, для своих каких-то вот граждан. А имеет ли право УПЦ это вообще делать? Во-первых, кто должен устанавливать, это определять, умеет или не Ну имеет? вот есть же канон территориальный, который вот если Каноническая митрополит... территория. Да, то есть ты не можешь просто так приехать куда-то и себе начать там служить и кого-то там к себе в общину затягивать. Да, это важный канон, но он здесь не работает в истории в ситуации с диаспорой, потому что, скажем, те страны, в которых УПЦ открывает, нет своей поместной церкви. То есть это именно считается диаспора. Возьмем пример Бельгии, где мы сейчас находимся. Тут есть приходы разных поместных православных церквей. Румыны, сербы, греки, вот, болгары. Поэтому это нельзя считать такие страны, вот, европейские, большинство европейских стран, как канонической территории какой-то конкретной церкви. За исключением, понятно, если мы вот берем, если мы говорили о Европе, понятно, что есть канонические территории болгарской церкви. Это Болгария, да, Греция, там это канонические территории Элладской церкви. В этих странах есть украинские приходы, но они открываются под началом местной православной власти. Да. Скажем, в Германии, Бельгии нету единого епископа, который бы мог заявлять, что это его каноническая территория. Ну, я знаю таких епископов, которые говорят, что это они тут приехали и себе что-то делают. Даже в гости не пришли, не спросили ни разрешения, ни... Ну, вообще... Понятно, что каждый епископ, в принципе, считает, что это его зона Всё моё. ответственности, да. Ну, например, епископ брюссельский Симон, он, скажем, воспринял открытие прихода вот в городе Антверпен. В 22 году я там начал служить, как посягательство, как на его территорию, или точнее, как совершение каких-то совершение священных действий без его благословения. То есть он воспринимает это как своя территория. Вот. То есть мы должны были у него брать благословение, там не у Вселенского патриархата, не у Синода УПЦ, а у него. То есть да, он так считает, да, но, скажем, сербы там, или румыны также считают, что они имеют такое же право, как и русские, открывать приходы. Ну, надо сказать, что УПЦ мыслит себя как церковь в этом плане, как автокефальная, мыслит себя как целиком независимая, поэтому вполне считает справедливым открывать. Ну а как иначе? От кого брать разрешение? Константинополь, естественно, имеет вообще свои интерпретации касательно диаспоры. Это вообще отдельная тема. Все, Но кроме он себя и них, называет вселенским. Он как бы есть да, территория поместная, все остальное как бы вселенская вот церковь. все, кроме них, они тут оказались как бы не то чтобы случайно, но, как они говорят, мы терпим вот, остальных. Вот. Конечно, мы готовы их терпеть, но новых, вот, новичков, там, новых автокефалий или те, кто претендует на этот статус, мы уже терпеть не готовы.
Вот. Ну, так интерпретирует эту историю Вселенский Патриарх. Все-таки это все похоже на какой-то хаос церковный. У всех какие-то есть свои желания, все какие-то есть свои мнения, и все, что хотят, то в итоге и делают. Ну, как вот если вот так вот, если все как-то немножко со стороны посмотреть. И очень неочевидно, что вообще хоть кто бы то ни было из поместных церквей соблюдает какие-то каноны. То есть какие-то каноны мы соблюдаем, потому что это нам выгодно, какие-то каноны мы не соблюдаем, потому что вот, ну, мы так думаем. На Вам самом так не деле, кажется? на самом деле, можно сказать, что так было во все времена православной церкви. Каноны, некоторые каноны считались как рабочими или действующими, а некоторые как бы забывались, некоторые, скажем, считались недействительными. Есть каноны, которые противоречат друг другу. Вот. Поэтому с этой точки зрения можно сказать, да, как да, со стороны, что каждый интерпретирует какие-то вещи, какие-то каноны по-своему, но есть какие-то, безусловно, фундаментальные вещи, которые, скажем так, УПЦ не нарушает. Каноническую территорию, а она в этом смысле не нарушает, она, скажем, в Польше есть приходы, наши священники украинские, ну, никто не поминает Ануфрия в Польше. Угу. То есть поминают местного? Да. Интересно. Вот давайте еще вернемся немножко об поминании патриарха. В самом УПЦ тут тоже двойственность. Кто-то поминает, кто-то не поминает. То есть те, кто поминают патриарха, они, получается, как какие-то раскольники в отношении УПЦ, но правильные в отношении как бы вот этой вот духовной вселенской церкви. И все-таки УПЦ здесь занимается раскольничеством, потому что, ну как это, ты в одностороннем порядке не можешь сказать, все, мы теперь как-то не поминаем патриарха, или есть какой-то канон, и как это обосновывают вообще? Ну, я бы сказал так, что те архиереи, у нас два правящих епископа, которые продолжают поминать патриарха, и вот, и еще, кажется, два викарных в Киеве. Так вот, я бы сказал так, что они саботируют. И это видно из их риторики, из их публичных заявлений. Они опускаются до, скажем так, критики, даже хамских комментариев в сторону, в адрес сторонников собора Феофании. То есть четко видно, что они не согласны с решением собора Феофании. С этой точки зрения можно сказать, что собор Феофании – это действительно что-то такое, что мешает сторонникам русского мира, сторонникам единства с РПЦ, быть правильными и настоящими, и мешает, скажем, их церковной жизни. То есть это что-то, какая-то девиация с их точки зрения. Вот. Что касается, вы использовали термин «раскол», в какой-то мере, да, именно их действия скорее следует рассматривать как раскол, как в изначальном смысле, да. Раскол принято еще этим термином называть тех, кто как бы отделяется от кириархальной церкви, то есть когда там зависимая автономная церковь говорит, что мы теперь будем жить независимо, их называют раскольниками. Хотя, если это уже, скажем, поместная церковь, она едина внутри, да, то, скажем, это с натяжкой. Можно их называть раскольниками. То есть раскол в изначальном смысле – это когда раскалывается именно поместная церковь, скажем, да, в УПЦ. Она остается верной и единой до тех пор, пока не делится внутри на части, а не потому, что она перестала поминать московского патриарха. Вот в изначальном смысле
вот что следует называть расколом. Вот то, что чем занимается Феодосий, митрополит Черкасский, и митрополит Лука Запорожский, скорее это является таким больше похожим на раскол, да, чем то, что говорят некоторые по отношению к сторонникам собора Феофании. А почему не считается расколом то, что вот односторонним, перестали просто поминать патриарха? То есть можно не поминать патриарха. То есть это есть же такая... то есть я знаю спикеров с РПЦ, которые очень настаивают, что именно это событие, то, что перестали поминать патриархата, однозначно можно сказать, что УПЦ находится в расколе. Во-первых, надо тут разделять интерпретации РПЦ и то, как, скажем, принято в Вселенском православии. Поминать патриарха – это как бы такая традиция именно русской православной церкви. Скажем, в Греции, допустим, в Греции, ладно, возьмем территорию остров Крит, потому что он относится как раз к Вселенскому патриархату. Там не поминают патриарха Варфоломея, хотя это его каноническая территория. Поминает местного епископа. Вот. Поэтому то, что говорят в РПЦ, это они смотрят через призму своей как бы традиции. То есть чисто строго с канонической точки зрения нельзя никак это считать расколом, потому что перестали поминать, скажем, главу. Можно было бы считать с их точки зрения расколом, если, скажем, Ануфрий перестает поминать патриарха. Да? То есть Ануфрий поминает? Нет, не поминает. Он поминает в числе патриарха Кирилла, в числе других глав церквей. Но это немножко как бы отклонение от того, что я сейчас сказал. В целом, поминовение патриарха это не является какой-то канонической нормой. Критерием. Это критерием сохранения канонической связи, канонического единства. По канонам следует поминать своего епископа. Вот. Соответственно, а дальше уже епископ поминает первого из своего числа, как бы, из поместной церкви. А что значит поминание своего епископа? Это тот, кто где ты находишься на территории, как в Польше, либо это местный какой-то, который ближайший, не знаю, который там, мы находимся там где-нибудь возле Парижа, да, в Париже вот какой-то сидит епископ, и его надо как-то упоминать. Или как это вообще, где тут регулируется как-то? Давайте не будем брать диаспоры, чтобы упростить немножко понимание этого вопроса. Возьмем классику, скажем, Херсон. В Херсоне есть свой правящий епископ, митрополит, кажется, митрополит Иоанн Херсонский. Вот. Согласно классическому пониманию как бы поминовения, да, священник в Херсонской области должен поминать митрополита Иоанна. И даже митрополита Ануфрия это не является обязательным. Вот. То есть соответственно, местный епископ – это тот епископ, который возглавляет епархию, в которой ты находишься. То есть не обязательно перечислить весь этот список до самого верха.